Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт того, что мы все когда-то пробовали. Все мы когда-то учились в школе, и все мы когда-то бегали в школьный буфет. На всех переменах, конечно. Я бегала на всех переменах. Я училась в Баку и в городе Узень, в Казахстане. И там эти замечательные палочки, трубочки ореховые, были на расхват. Они очень вкусные, они очень легко готовятся, они песочные, с ореховой начинкой, очень ароматные. Попробуйте их сегодня спечь вместе со мной. Даже если вы сегодня их не спечете, а просто посмотрите внимательно мой рецепт, у вас это обязательно получится. Посмотрите на них еще раз. Они без всякой сахарной пудры, они просто-напросто замечательные. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня, мои дорогие, для теста нам понадобится сливочное масло или маргарин. 150 грамм. Я его вытащила с вечера. Оно не совсем мягкое, но именно такое нам нужно. Не нужно его растапливать. Сюда же я добавляю соль, пол чайной ложечки. Можно чуть-чуть меньше, это уже по вкусу. И 3 столовые ложки сахара. Все это теперь нам нужно будет перемешать. Можете прекрасно это сделать венчиком, лопаточкой. Можно и миксером. Миксером, конечно, легче. Нам не нужно взбивать до такого пышного состояния масла с сахаром. Нам нужно просто перемешать. Сюда же добавляю 1 желток. Белок нам понадобится потом. Ванильный сахар. И еще раз перемешиваю. «150 грамм сметаны и пол чайной ложечки соды». Сметана у меня 15%. И все это можно будет хорошенько перемешать. Добавляю 400 грамм муки. Мука у меня уже просеянная. Сразу не добавляйте всю муку, добавляйте постепенно. Вы поймете по консистенции теста, когда уже хватает муки. У меня уходит ровно 400 грамм. Вот такое тесто получается. Нам его просто нужно собрать в один комочек. Не нужно его вымешивать. Тесто уже у нас готово. Перекладываем его в какую-нибудь тарелку, накрываем и отправляем в холодильник буквально на 10-15 минут, пока займемся начиночкой. Для начинки нам нужно будет взять 150 грамм орехов молотых. У меня грецкие орехи, можете брать любые. Корица пол чайной ложечки. 3 столовые ложки сахара. И 50 грамм растопленного сливочного масла. Все это нужно будет хорошенько перемешать. Мои дорогие, напишите мне, интересно, какие у вас самые любимые были печенья, коржики из школьной столовой. Интересно будет узнать вообще, что у вас продавали. У нас продавали коржики молочные, коржики с миндалем. Вот эти печенья. Еще были котлетки в тесте. Вот такая начинка у нас получается. Вытаскиваем тесто. На этом уже этапе можно включать духовку разогреваться. Нужно будет теперь нам тесто разделить на 2 части. Делаем вот такую колбаску, делаю я. Можете просто отщипывать кусочки, кому как удобно. Мне удобнее так. Нам нужно будет все это тесто разделить на 20 кусочков. Каждую колбаску на 10 кусочков получается. У нас получится 20 трубочек. Трубочки будут у нас не совсем большие. Приблизительно по 40 грамм шарики. Вот такие шарики. И то же самое сделаем и со вторым кусочком теста.
Тесто очень мягкое, с ним очень приятно работать, оно абсолютно не прилипает к рукам. Теперь уже смотрите, кто как хочет. Можете раскатать каждый шарик вот так скалочкой, а можете посадить детей, внуков, кого угодно и сделать это все руками. Я вам показываю два варианта. Вот этот вариант со скалочкой. 1 столовая ложка начинки на каждую трубочку. Защипляем хорошенько. Краюшки собираем и сворачиваем. Все это защипляем опять-таки. И все. Вот такая трубочка у нас готова. И, как я вам уже сказала, можно то же самое сделать рукой, без скалки. Тесто очень мягкое и легко вот так вот руками раскатывается, так сказать. Трубочки получаются рассыпчатые, вкусные. Мне кажется, они понравятся все. И можно экспериментировать. Их можно сделать даже просто с джемом. Если у вас густой джем, можете туда добавить буквально горсть орехов и точно так же сделать. Но вот именно просто с орехами это школьные трубочки, так сказать. Сворачиваю и вот так защипляем краешки и все. Все у нас уже готово. Я, конечно, не буду вам показывать все трубочки, как я делала. Получилось, как я вам уже сказала, 20 трубочек, и нужно будет их переложить на противень, который я застелила уже бумагой. Духовка у нас уже разогревается на 180 градусов. Здесь это белок, который у нас остался, и 1 столовая ложечка молока. Можно даже молоко не добавлять, просто-напросто смазать трубочки белком. Смазываем все трубочки белком. И отправляем в духовку выпекаться. Трубочки выпекались у меня сегодня ровно 25 минут. Очень хорошо они пропеклись. Посмотрите, какая начинка внутри. Очень вкусные. Очень долго не черствеют, если, конечно, они у вас пролежат. Попробуйте их сделать, мои дорогие. Мне кажется, эти трубочки печенья, как хотите, палочки, как хотите их называйте, но они очень вкусные, быстрые и на каждый день. И как вспомним молодость, школьные наши года. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Пишите мне, откуда вы меня смотрите, пишите, что бы вы хотели увидеть от меня, какие рецепты. Пишите мне вообще все. Мне очень интересно читать ваши комментарии. Когда у меня кончается, когда у меня есть какая-то минутка свободная, я сажусь и читаю ваши комментарии. Мне очень приятно становится, что вы меня смотрите, что вы у меня есть. Ну что, мои дорогие, приятного чаепития. Пока-пока. Будем дружить. До новых встреч.